Всем панкейк! Сегодня не будет любопытных фактов. Ну, может быть один, случайно залетевший. Не будет топов, где кто-то лучше, быстрее, сильнее, потому что иногда это совсем не важно. Сегодня мы собрали для вас подборку случаев с лодками, катерами и яхтами, а иногда и целыми сухогрузами. И главное, случаев с людьми, управляющими этими кораблями и корабликами. Над какими-то можно посмеяться без зазрений совести, какие-то удивят самим фактом, что после такого люди выжили, а какие-то окажутся поразительными в своем непрофессионализме, ведь в нашей сегодняшней подборке найдутся не только рыбаки-любители. Да-да, профессионалы тоже делают это, облажаются. Наливайте чаек, устраивайтесь поудобнее, но смотрите, не поперхнитесь. Погнали! Это видео, пожалуй, научит нас не брать на рыбалку детей. Ну или технику, с которой вы не готовы легко и быстро расстаться. Следите за руками мальчонки. Есть планшет? Нет планшета. Есть планшет и нет планшета. Зато есть рыба. Жаль, лицо рыбака не увидим, когда тот понял, куда делся его яблочный планшет. Лицо мальчонки, конечно, говорит о многом, но не обо всем. А тут компания друзей делает вид, что они в фильме про Джеймса Бонда. Солнечные очки на лице, на девушках небольшие купальники. И все бы ничего, но это тряска. Они пытаются держать лицо, ведь в фильмах про шпионов все должно быть серьезно. Но секунда, две, три, и человек за рулем летит на пол. За ним еще парочка девушек, человеку в синей футболке явно не очень хорошо. Остается надеяться, что обошлось без сотрясений. Если, конечно, есть что сотрясать. Есть такая поговорка: ненасытному все мало. Стоит по горло в воде, а пить просит. Так можно было бы сказать и про следующих наших героев. Вот только они, стоя по горло в воде, думали только о том, как спасти выловленную рыбу. Да-да, уже мертвую рыбу. Лодка этих двух недотеп пошла под воду из-за перегруза. Им просто повезло, что озеро оказалось достаточно неглубоким, и стоять горе-рыбаки все-таки могли. Они сначала долго просили о помощи, а потом, дождавшись спасателей на лодках, первым делом начали поднимать из воды сети с рыбой, приговаривая: «Главное, рыбу спасите». Утонувший телефон или плавающий по озеру лодочный мотор, очевидно, не был такой серьезной потерей, как отсутствие ухи в этот вечер. В какой-то момент автор видео зацепился за какую-то сеть на дне и испугался, что его утянет течением. Но когда товарищи его подняли в лодку, видимо, от стресса стал повторять две шутки по кругу, что промочил сапоги и что, главное, телефон спасли. Телефон, кстати, настолько булькал, что вряд ли подлежит восстановлению. Но ничего, главное, что снимать ни на секунду не бросил, и теперь мы можем полюбоваться историей во всей красе и от первого лица. И если вы думаете, что подобные приключения, как в лучших голливудских фильмах, учат чему-то, то нет. Вот еще видео о приключениях рыбака, и в этот раз снова все та же жадность приводит к тому, что пока он перекладывает связку рыбы, лодка переворачивается, все содержимое летит в воду, а над озером разносится отборный мат. Но лучше музыку послушать. Да. Опасное дело это ваша рыбалка. Плывешь на лодке, небо красивое снимаешь, вообще виды великолепные. Озеро, мост, облака. И тут вдруг бац, даже не искра буря безумия, а кувырок, вода везде, спасибо, что живой. И как в этом случае, где один рыбак помогает другому, в озере явно глубоко, а его надувная лодка перевернулась. Хорошо, что появился спасатель и без лишних слов собрал все спиннинги и удочки. Даже весло нашел и отбуксировал к берегу. Все-таки подобные видео о взаимопомощи, не требующие ничего взамен, внушают надежду в человечество. Но это же рыбалка. Бессмысленная и беспощадная. Истории про нее бесконечны, безумства, творимые на ней, разные. Везет тем, кто просто засыпает на полном ходу катера или сидя на табуреточке на берегу. Есть же такие рыбаки, которых потом приходится вылавливать из озера. Но даже это покажется ягодками по сравнению с этими смельчаками. О чем они думали, конечно, загадка, но давайте порадуемся за взрослых мужчин, сохранивших в себе дух ребенка. Только этим мы можем оправдать бросание гранат в воду рядом с лодкой. Подождите, что это, как не выступление чемпиона мира и Европы? Единственного и неповторимого мастера всей вселенной по фигурному катанию на лодке. Посмотрите, какое скольжение, а какие пируэты. Это что? Неужели это сложнейший тройной аксель? Да еще и со сложным выездом. Вы только посмотрите, как он кайфует, как он красуется.
За артистизм точно должны быть высокие оценки. Про сложность контента вообще молчу. Феерия, талант, маэстро, все медали мира этому спортсмену. Кажется, или у нашего чемпиона все-таки появился конкурент. Спортсмен под псевдонимом Брат кружит, ищет свой темп, или это проблемы с инвентарем? Неужели титул останется неприкосновенен? Да, он смог! Раз пируэт, два пируэт, 3-4! Разнообразием контент все-таки не отличается, и над грациозностью еще нужно поработать. О, вот это яркое завершение программы. Нет, все-таки претендовать на титул чемпиона чемпионов ему еще рано. А вот сейчас серьезно. Посмотрите, как моторная лодка из-за неловкого виража переворачивается. То ли неудачная шутка рулевого, то ли что, но в следующую секунду лодка начинает идти ко дну. Глубина, судя по всему, приличная. И тут бы решить, ну куда вы лезете, что вытаскивать? Главное, сами спаслись и плывите к берегу. Плевать на лодку, пока из-под воды не показывается еще 2 человека. Эти ребята точно взглянули в лицо смерти, и хорошо то, что хорошо заканчивается. В итоге к ним прибыла помощь и помогла добраться до берега. Или вот что случилось с любителем быстрых скоростей и соревнований. Как всего за минуту, он от полнейшего превосходства из разряда «догони меня, если сможешь» через кувырок лодки приходит к паническим ноткам в голосе. А все потому, что не стоит забывать о технике безопасности. Ну и, например, хоть иногда думать, прежде чем удариться в очередной бессмысленный кураж, который может стоить жизни. Зато какое небо в финале видео красивое, облачка эти, попадающие в розовых пикселях намоченной камеры. Как считаете, только любители попадают в нелепые ситуации на лодках? Думаем, что все примерно так и есть, ведь профессионалы попадают скорее в опасные. Вот кадры с гонки, в которой принимают участие, очень быстрые лодки. Их скорость достигает 420 км в час. Чтоб вы понимали, в техническом регламенте Формулы-1 прописана максимальная скорость в 363 км в час. И если вы думаете, что авария на дорогах страшнее, чем авария на воде, спешим вас разуверить. Только посмотрите, как разлетаются целые куски обшивки, как из-за неудачного захода катер теряет равновесие и его переворачивает. Хорошо, что разрушить лодку как можно эффектнее – это цель соревнования Wreck Wednesday. Страшно подумать, как это выглядит с места гонщика. А погодите, у нас же есть и такие кадры. С такой работой никаких парков аттракционов не надо. Как ощущается подобная скорость, остается только догадываться. Но посмотрите, вот здесь видно, что водитель даже не сразу попадает по рычагу. Что уж говорить о том, чтобы дернуть его с нужным усилием. И раз уж мы заговорили о сравнении водных и наземных видов транспорта, вы наверняка часто слышите о том, что, понадеявшись, что пронесет, водитель пускает свою фуру или грузовик под заведомо низкий мост и застревает там, перекрыв дорогу. Так вот, подобное случается и на воде. Все виды кораблей, от парусников до катеров и яхт, попадали в подобные ситуации. Одно оправдание – иногда в этом виноват не капитан. Просто случается, что мост сам опускается. Вы верите в такую причину? Ладно, а парковка? Думаете, парковка автомобиля это сложно? Да, конечно, это отдельный навык, который оценивают на экзаменах. И несмотря на то, что на вождение катеров, яхт, паромов и других крупногабаритных кораблей тоже есть экзамен, как и на земле, у некоторых капитанов есть с этим большие проблемы. То пассажирский лайнер протаранит причал до дыры в корпусе, то яхта отодвигает катера просто потому, что ей мало места для разворота. При этом надо понимать, что если издалека это выглядит просто, то по факту оказываются поврежденными весьма дорогие катеры. Настолько, что могут не подлежать восстановлению. А то и вовсе паром мало того, что врежется в яхту поменьше, так еще и припечатает ее к набережной. Давайте честно, вряд ли в планах капитана яхты было парковаться настолько близко. Хотя бывает и такое, что малыши-катеры и небольшие яхты идут на таран более крупного судна и огребают по полной. Идут, конечно, не специально. Зачастую это либо неисправность, либо ошибка капитана. Но пробоине в корме этого не объяснишь. Как и то, почему один корабль вдруг подрезает другой в лучших традициях любых гонок на земле. Почему капитаны решают рискнуть не только судном, но и жизнями членов экипажа? Вряд ли они оценивают это так. Скорее просто думают, что проскочат. Или не думают.
А наш фаворит — это, конечно, контейнеровоз, который, выезжая, задел стоящий рядом пустой сухогруз. Из-за столкновения несколько контейнеров упало на сухогруз, а несколько, может быть, и в воду. Хотя с чего мы решили, что это случайность? Вдруг так под шумок контейнеровоз избавился от чего-то незаконного, чтобы потом морякам на сухогрузе только и оставалось, что говорить «это не мое, мне подкинули». И не думайте, что с контейнеровозами такое случается редко. Они довольно часто не рассчитывают габариты и врезаются, то в уже пришвартованные сухогрузы, то в портовый кран, ломая его так же легко, как пятилетка ломает замок из песка на пляже. А мы еще удивляемся, почему особенно крупным контейнеровозам нельзя заходить в тот или иной канал. Вы посмотрите, что случается даже в каналах, которые готовятся к сложной парковке и устраивают целые рельсы с вагончиками для подмоги. Не помогло, не фартануло. Что-то пошло не так, и электрический буксир сминается, словно пивная банка о голову гопника. Да, можно сказать, они эдакие гопники мира перевозок. Только не получают новые контейнеры, а теряют свои при этом. Так что если долго ждете свой заказ, возможно, он уже на дне. Вообще у некоторых явно плохо с ощущениями габаритов своих катеров и кораблей. Хотя, наверное, когда ты большой и тяжелый, действительно можно плыть напролом, чтобы маленькие и легкие парусники шугались от тебя, как от бешеного слона. Или как здесь, теряется чувство страха, и вот уже бетонный причал тебя не пугает, можно и носом его протаранить. Вот, например, рыбак. Плывет себе рыбак, тихонько, спокойненько плывет. То ли спит, то ли рыбу ловит. Тишина, спокойствие. И тут вдруг бац, а сзади его чуть ли не таранит другая лодка. Явно быстрее и крупнее. Да, рыбак, мы понимаем твою боль и возмущение. Но этого просто задело. Другого же буквально протаранили, и он оказался в воде. Благо лодки надувные. И вот сидишь себе в лодке, мотор гремит, вода плещется, красота. И вдруг раз, а вокруг уже и не вода, а трава. Бывает и такое, если с управлением не справиться. Вообще, многие явно переоценивают мощность своих транспортных средств. Иначе просто не объяснить, как при буксировке лодки в воде оказывается автомобиль. И таких случаев не один и не два. Водители настолько уверены во всемогуществе своего авто, просто представьте их удивление, когда какая-то лодка заставляет кузов приподниматься без возможности продолжить поездку. А вот эти смельчаки, которые на гидроциклах заезжают на грузовую площадку пикапа, не жалея ни авто, ни сам гидроцикл, без вмятин не обходятся даже в самых оптимистичных случаях. Что уж говорить о тех умельцах, которые пытаются повторить подобный маневр, насмотревшись видео в интернете. Да, без должной практики можно обнаружить себя на гидроцикле, стоящем на дыбах, или в воде, судорожно хватаясь за руль. Но что делать, когда виновата неисправность, а не человеческий фактор? Просто представьте, плывете вы на паруснике, да, погода не фонтан, небо пасмурное, даже волны высоковаты, но все под контролем, и вы отдыхаете, довольные и счастливые, пока воздух не разрывает звук сирены. Вы поднимаете голову от книги, чтобы понять, что происходит, и видите несущийся на всех парах прямо в борт вашего парусника корабль. Вы думаете, свернет. Вы думаете, ну что за псих там за рулем? Вы думаете много всякого неприятного про команду корабля, который продолжает целить вам в бок своим носом и сигналит так надсадно. А потом замечаете, как из трубы того самого корабля валит черный дым. Или это не дым из трубы, а из корабля, думаете вы, и бежите суетиться вместе с командой над парусом. Надеемся, всех спасли и никто не пострадал. Кроме парусника, в его борту осталась заметная такая вмятина. В любом случае думаем, что люди, управляющие яхтами или лодками, катерами или паромами, сухогрузами или парусниками, очень любят своих морских коней, и у них сердце кровью обливается, когда приходится наблюдать за тем, как их любимец уходит под воду. Нам остается только пожелать не попадать в шторм, не игнорировать правила безопасности и быть осторожнее на воде. Друзья, у вас есть возможность попасть в команду Pancake. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском и английском языках, или же вы пишете интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите нам на почту в описании. В противном случае, у нас просто выйдет еще одно видео про нелепые, опасные или просто смешные случаи на лодках. До встречи в новых видео!